Просто вот взять и испортить. Кто сильнее, волосы или я, волосы или я. Тан-та-тан-та-тан. Привет вам, мои многоуважаемые кокосики. Сегодня я хочу вам рассказать о 5 очень полезных и необходимых нам способов, в кавычках, как можно испортить свои волосы. Просто вот взять и испортить за 3, за 5 раз. Да, такое тоже возможно. В общем, сегодня я расскажу, почему нам вреден фен, горячая вода и другие факторы. И также дам полезную альтернативу. Тан-та-тан-та-тан, кокосики. Итак, первое — это сушка волос горячим феном, то есть феном, в котором нет функции регулирования температуры воздуха. Такой фен, то есть сушка таким феном, сказывается негативно как на здоровье кожи головы, так и на красоте длины волоса. Перегрев кожи головы способствует ее чрезмерному высыханию и возможному появлению перхоти. Воздействие же высокими температурами на длину волоса провоцирует расслоение чешуек волоса, также его тусклый цвет и появление секущих кончиков. Кстати, сюда же относится и применение плоек, утюжков и других приборов. Итак, что же делать? Что, разве совсем не сушить феном? Нет, знаете, я на самом деле нормально отношусь к фену, но только если он качественный и в нем есть возможность регулирования температуры. Оптимальная температура это до 60 градусов. Хотя на самом деле сама я феном не сушу. После мытья головы сначала отожмите волосы полотенцем, только не трите агрессивно, а просто слегка отожмите, а потом же начинайте сушить феном. Также наносите средства для защиты волос с силиконами. Сушите волосы по направлению роста волос, то есть от корней к кончикам, так мы провоцируем сглаживание чешуек волоса и не провоцируем появление новых секущихся кончиков и пористость волос. Держите фен на расстоянии примерно 10-40 см от длины волоса. Используйте насадку-концентратор. С ее помощью вы можете направлять поток воздуха. Не направляйте воздух на кожу головы, а старайтесь сушить только длину волоса. Заканчивайте сушку, когда волосы еще слегка влажные, чтобы не удалить всю влагу из волоса и не пересушить их. Второй момент, который может повредить волосам, это мытье волос сильно горячей или сильно холодной водой. Холодная же вода провоцирует сужение сосудов, уменьшается кровообращение, к волосам поступает меньше питательных веществ, и если постоянно мыть голову холодной водой, то волосы становятся тусклыми, секутся и меньше растут, а иногда даже и выпадают. Сильно горячая вода, наоборот, провоцирует усиление кровообращения, то есть сальные железы работают сильно активно, голова начинает загрязняться чаще. Также горячая вода провоцирует сильное удаление кожного сала и защитной пленки с кожи головы. Горячая вода провоцирует сильное расширение пор, уменьшает сопротивляемость кожи различным микроорганизмам. Выход простой: мыть голову с температурой воды 40-50 градусов. Таким образом мы деликатно удаляем кожное сало с волос, хорошо их очищаем и не повреждаем длину волоса. Третий фактор, который портит наши волосы, это частое мытье головы. У нас на голове образуется защитная пленка из нашего кожного сала в течение 3-7 дней. Если же эту защитную пленку постоянно смывать каждый день, а иногда и несколько раз в день, то, конечно же, кожа не может так хорошо сопротивляться микроорганизмам, может появиться перхоть, пересушенность, волосы становятся тусклыми и так далее. Какой же выход? Мыть голову по мере загрязнения. Оптимально, что примерно между мытьем волос проходило 3 дня. Если же у вас голова действительно жирная и она каждый день уже очень грязная, то, конечно, мойте голову каждый день, но чередуйте шампуни. Например, один раз вы помыли деликатным шампунем, а в следующий раз можно помыть уже таким более очищающим шампунем. Четвертый пункт, который действительно портит волосы, сразу же, это расчесывание мокрых волос. Еще, знаете, для усиления эффекта можно взять расческу с близко расположенными зубьями, вот так вот зацепил сверху мокрые волосы и тянешь просто вот. Кто сильнее, волосы или я, кто же выиграет? Да, действительно, расчесывание мокрых волос очень сильно травмирует их, потому что мокрые волосы подвержены большему растяжению, большей травматизации, поэтому не расчесывайте мокрые волосы. Но если же вы знаете, что если я не расчешу волосы,
то когда они у меня высохнут, я их никогда в жизни не расчешу, то тогда возьмите расческу с далеко расположенными зубьями или же специализированные расчески типа Tangle Teezer, Eco и другие. Кстати, я записала видео про правильное расчесывание, поэтому посмотрите, оно, как я считаю, очень полезное. Следующий и последний пункт – это постоянная покраска, а также химическая завивка. Когда красят волос, в нем разрушается и потом вымывается пигмент меланин. Также покраска приводит к излому волоса и нарушению его целостности. Это происходит из-за наличия аммиака и перекиси водорода в краске. Также, если краска в большом количестве попадает на кожу головы, то возможно появление аллергии. Итак, что же нам делать? Конечно же, лучше избегать покраски, но в нашем веке это почти невозможно, поэтому лучше использовать натуральные красители, в которых в основе хна или басма. Но если же вы любите другие оттенки, то обратите внимание на более качественные краски, а также обращайтесь за покраской к специалисту. Ну что, я думаю, вам было интересно. Напишите в комментариях, какие еще способы вы считаете агрессивными для волос, и что вы просто не приемлете для себя, что вы не делаете с волосами. Смотрите вот эти вот 2 ролика, и всего хорошего, пока!